Представьте себе картину, я думаю, это несложно будет сделать, кто бы такого вообще в своей жизни не делал хотя бы раз. Берете вы в руки свой смартфон, открываете приложение, улыбаетесь в камеру, раз, и вот что, вы уже в системе. Всего-то навсего. Стоило открыть телефон. Кажется удобно. А на деле ты сам отдаешь, по сути, свой неизменяемый пароль. То есть, когда от вас просят дать то есть лицо, отпечатки пальцев, это то, что хорошо бы, чтобы находилось все-таки при вас. Но, тем не менее, использование подобных методов, вход в метро по лицу, вроде как чертовски удобно, согласитесь, да? Ну, вы согласны, что это удобно? Я просто, если вы согласны, то потом не стоит удивляться, что вдруг у вас как-то куда-то делась свобода. Свобода практически на все. На выбор, на карьеру, на даже высказывание собственного мнения. Но как это работает? Сейчас в России уже 10 миллионов человек самостоятельно загрузили свою биометрию в единую биометрическую систему. 70% из них сделали это именно в прошлом, 2025 году. И в том же году люди совершили почти 200 миллионов оплат по биометрии, в 6 раз больше, чем годом раньше. В московском метро за один только 25-й 54 миллиона поездок без карты и телефона, просто подошел к турникету и прошел. Нас вроде как приучали постепенно. Сначала удобно оплачивать покупки взглядом, потом быстрее входить в госуслуги, а теперь без биометрии уже сложно получить некоторые услуги. Главное отличие от пароля – лицо и голос нельзя поменять. Взломали один раз и все, эти данные с тобой навсегда. А теперь самое интересное, о чем мало кто задумывается. Телефон следит за тобой, даже когда ты им не пользуешься. Гироскоп и акселерометр фиксируют, как ты ходишь, как держишь руку, с какой скоростью двигаешься. По одной только твоей походке можно с высокой точностью понять, что это именно ты. Микрофон слушает фоновые звуки, камера может работать в спящем режиме. Все это складывается в подробный цифровой портрет, где ты, с кем, в каком настроении. И вот представьте себе теперь, как эти данные из миллионов телефонов сливаются с информацией от СПУ, с твоим перемещением, покупками, обращениями в госсервисы. Получается полная картина жизни человека. За рубежом все еще жестче, между прочим. В Китае сотни миллионов камер с распознаванием лиц следят за каждым движением. Перешел дорогу на красный – минус баллы в системе социального кредита. Купил не то – минус. А с плохим рейтингом уже нельзя взять билет на скоростной поезд или устроиться на хорошую работу. Кстати, был один фильм, где все живут на эти бонусы. И человека выкинуть из социальной среды просто одним щелчком можно. Не согласилась с решением начальника самодура. Может быть, извращенца, который от тебя чего-то хотел, а ты замужем. Один щелчок, и вы вообще доказать ничего не сможете, от вас отворачивается и отключается вся система. Поддержки, защиты, то есть вообще всего. Ну, там утопический фильм был. Но это было до того, как мы приплыли в 26-й год. Сейчас этот фильм, видимо, просто исторический, но чуть-чуть опередивший свое время. В 26-27 годах нас ждет уже новый виток. В России планируют, по крайней мере, запустить посадку на самолеты по биометрии в крупных аэропортах. Эксперимент по сбору биометрии у иностранцев на границе продлили до конца 27 года. Удобство наступает, конечно же, все ближе, но вопрос такой. Сдали ли вот вы со своей стороны уже биометрию в систему или принципиально отказываетесь? Тоже любопытно это узнать, и не стесняйтесь, пишите комментарии, потому что тот же искусственный интеллект собирает статистику по работе блогера. Что ж, да, ведь зависит не от того, то есть с одной стороны удобно, с другой стороны ведь может быть и опасно. Все зависит от того, умеете ли вы выбирать себе людей, которым можно доверять. Не то чтобы я прям умолял доверяйте, но это скорее уже на вашем ощущении. То есть если доверяете, то есть смысл писать комментарии, по которым я сделаю следующий обзор. А вот данный как раз обзор, он именно с ваших комментариев, то, что вас тревожит, то, в чем возникают вопросы. Не говорю, что все ужасно, не болею конспирологией, но есть минусы и есть плюсы. Все зависит от того, в чьих руках окажутся все ваши данные. Поэтому не стесняйтесь, пишите комментарии, пишите честно, если опять же доверяйте и не боитесь, и если вам кажутся эти обзоры полезными. Потому что тот самый искусственный интеллект, который сейчас внедрен, его, кстати, везде внедряют, сейчас были сбои, вот вчера я обратил внимание, много где что не работало, на ютубе ломалось. Некоторые площадки языковых моделей тоже глючили. Это всегда связано с обновами какими-то. И сейчас основная обнова, я тут же начал интересоваться, это то, что пытаются внедрять везде агентов.
Ну, это в поисковике, то есть такой помощник, который вам помогает составлять сами запросы, подправляет ваши комментарии, ну, это в Телеграме уже встречается, то есть, ну, такой, и правописание, и смыслы уточняет для того, чтобы вы получали то, что вам требуется в более качественном состоянии. Ну, да, еще раз, главный вопрос это то, в чьих все это руках останется, потому что мы, конечно, свой цифровой портрет раздаем направо и налево, мы практически не готовы к этому новому миру, вполне может быть, что те, кто претендуют на власть в этом мире, к этому уже готовы. Так что пишите честно, как вы к этому относитесь, раздаете ли вы все свои цифровые коды и конфиденциальную информацию, или вы из удивленных, которым придется потом выпиливать дверь, как Славиной, была такая журналистка, царство небесное, забрали у нее все какие-то личные факты, фотографии, и она испугалась, видимо, что это все обнародуют, унизят ее, оскорбят, и она самозажжением закончила, после чего полиция быстренько прибежала и все вернула. Ну, это были такие факты, и я это как пример. Что же из этого выбрать?